Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске катастрофические наводнения в Новой Зеландии, взрыв на складе фейерверков в Индии, экстремальные погодные условия в Италии и Испании, а также масса других не менее интересных событий. На Чебоксары обрушился ледяной дождь, парализовавший привычную жизнь региона. Резкий перепад температур превратил осадки в плотную ледяную корку, под тяжестью которой во дворах и парках началось массовое падение деревьев. За сутки было зафиксировано падение более сотни деревьев и крупных ветвей, многие из которых обрушились на припаркованные автомобили и перекрыли внутриквартальные проезды. Обледенение проводов и падение стволов на линии электропередач привели к локальным отключениям света в ряде микрорайонов и пригородных поселков. Встали и троллейбусы. Из-за обрыва контактной сети и невозможности движения по обледенелому полотну на нескольких маршрутах образовались заторы. Городские и коммунальные службы были переведены на круглосуточный режим работы для распила упавших стволов и восстановления энергоснабжения. Серьезные испытания выпали и на долю пешеходов. Тротуары превратились в сплошной каток, что спровоцировало резкий наплыв пациентов в травмпункты города. Несмотря на усилия дорожной техники, посыпающей улицы реагентами, ледяной панцирь быстро восстанавливался из-за продолжающихся осадков. Во вторник на Сокольнической линии московского метрополитена в утреннее время на перегоне между станциями Красные Ворота и Комсомольская у одного из составов возникла техническая неисправность колесной пары третьего вагона. Инцидент сопровождался яркой вспышкой снаружи вагона и последующим сильным задымлением в тоннеле, которое могло быть вызвано коротким замыканием или повреждением силового кабеля. В результате происшествия состав застрял в тоннеле, и 183 пассажира оказались заблокированы в задымленном пространстве. Сотрудники метрополитена оперативно вывели людей из вагонов непосредственно на пути, после чего они пешком добирались по тоннелю до ближайшей станции. В ходе инцидента пострадал один 63-летний мужчина, который был госпитализирован с переломом. Из-за ЧП движение поездов на участке от Парка культуры до Сокольников было полностью прекращено более чем на 3 часа. К настоящему моменту создана экспертная комиссия, которая выясняет точные причины происшествия. Столица Новой Зеландии Веллингтон столкнулась с катастрофическим наводнением, вызванным беспрецедентными ливневыми дождями. Власти региона были вынуждены объявить чрезвычайное положение после того, как в городе выпало рекордное количество осадков – 77 мм всего за 1 час. Мэр города подчеркнул, что интенсивность дождя почти в 3 раза превысила предыдущие максимумы. Местные жители сравнивают масштаб бедствия с разрушительным штормом 1976 года. Внезапные паводки затопили центральный деловой район и южные пригороды, превратив улицы в реки. Потоки воды смывали автомобили, а в пригороде Кингстон и других районах зафиксированы крупные оползни, повредившие дома. В пригороде Карори полиция ведет поиски мужчины в возрасте 60 лет, чей дом был разрушен селевым потоком и обломками. Службы экстренной помощи за одну ночь обработали более 150 вызовов, помогая людям выбираться из затопленных помещений, где уровень воды в некоторых случаях достигал 1 метра. Из-за угрозы жизни более 100 школ в регионе были закрыты, а также приостановлено движение общественного транспорта и отменены авиарейсы. Жителям паводкоопасных районов, таких как Стоукс-Вэлли и Нижний Хат, было рекомендовано самостоятельно эвакуироваться к близким или в открытые центры помощи. Это уже второй крупный погодный кризис для Северного острова за неделю, после недавнего циклона Ваяну. Крупная техногенная катастрофа произошла в округе Трисур индийского штата Керала, где мощный взрыв на складе фейерверков в районе Мундати-Кода привел к многочисленным жертвам. По официальным данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере 13 человек, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. В момент происшествия в производственных цехах и складских помещениях находились около 40 сотрудников. Взрыв был такой силой, что несколько строений на территории предприятия
предприятия полностью обрушились, а последовавший за ним масштабный пожар охватил значительную площадь, осложняя доступ экстренных служб к эпицентру ЧП. Пострадавшие были оперативно эвакуированы в ближайшие медицинские учреждения, при этом врачи оценивают состояние некоторых раненых как критическое. Полиция штата Керала уже инициировала масштабное расследование причин катастрофы. Согласно предварительным данным следственных органов, основной версией считается грубое нарушение техники безопасности при хранении или производстве фейерверков, что в условиях жаркого климата и высокой плотности застройки привело к фатальным последствиям. В высокогорных районах Сюникской области Армении вновь воцарилась зима. На стратегически важном участке трассы Зангер-Горайк на въезде в регион зафиксированы обильные снегопады. Сложные метеоусловия привели к образованию плотного снежного покрова и возникновению метелей, что значительно затруднило движение транспортных средств. На данном отрезке пути, который является одной из самых высоких точек межгосударственной трассы М2, видимость местами снижена до минимума, а дорожное покрытие стало скользким из-за гололедицы. Спасательная служба МВД Армении настоятельно рекомендует автомобилистам использовать исключительно зимние шины и проявлять повышенную осторожность при пересечении Сисианского перевала и прилегающих к нему участков. Подобные капризы погоды в этом регионе не редкость. Из-за рельефа местности и высоты над уровнем моря снегопады на перевале Зангер могут продолжаться до конца апреля. В понедельник вечером на территории одной из крупнейших теплоэлектроцентралей румынской столицы, ЦЭТ-Вест, расположенной в районе Милитари, прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Инцидент был вызван взрывом электрического трансформатора мощностью 10 тысяч киловатт. Установка содержала около 30 тонн охлаждающего масла, которое мгновенно воспламенилось. Пламя быстро перекинулось на соседние объекты, в результате чего серьезные повреждения получили в общей сложности 3 высоковольтных трансформатора. Несмотря на масштаб происшествия, человеческих жертв удалось избежать, персонал станции не пострадал. Однако инцидент привел к серьезным перебоям в работе городской инфраструктуры. Из-за аварии около 2300 жилых домов в западных районах Бухареста остались без горячего водоснабжения. В момент взрыва в электросети города наблюдались кратковременные скачки и просадки напряжения. В некоторых квартирах фиксировались значения до 275 вольт при восстановлении питания. Власти охарактеризовали ущерб как значительный и предупредили, что на полное восстановление поврежденного оборудования может потребоваться до года. Предпоследняя неделя апреля началась с неприятного для многих жителей Хабаровского края сюрприза. Циклон принес в большинство районов региона мокрый снег. Местами слегка припорошило траву, а где-то насыпало от души и привело к гололедице и снежным заносам на дорогах. Хотя по прогнозам синоптиков основной удар стихии уже прошел, небольшие осадки в виде снега могут сохраняться вплоть до 23 апреля, а ночные заморозки до -3 градусов ожидаются даже в предстоящие выходные. Так что жителям региона, уже настроившимся на весеннее тепло, пришлось временно вернуться к зимнему гардеробу. Около 200 туристов оказались заблокированы на вершине горы Морру-дос-Ирмаус в Рио-де-Жанейро во время масштабной спецоперации полиции против криминальной группировки. Инцидент произошел на рассвете, когда группа посетителей поднялась на популярную смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамным видом на пляже Ипанема и Леблон. В этот момент у подножия горы, в районе фавелы Видигал, вспыхнула ожесточенная перестрелка между сотрудниками гражданской полиции и вооруженными членами банды. Туристы были вынуждены укрыться на вершине более чем на 2 часа, пока над ними кружили полицейские вертолеты, а снизу доносились звуки выстрелов. В результате операции было арестовано 3 человека. Пострадавших среди гражданских лиц или сотрудников правоохранительных органов нет. Несмотря на пережитый стресс, многие туристы позже отмечали, что инцидент добавил их поездке дозу адреналина, и уже на следующее утро тропа Морру-дос-Ирмаус вновь была открыта для посетителей.
Вторник стал днем экстремальных погодных условий для жителей муниципалитета Рибес-де-Фрезер, расположенного в провинции Жирона в испанской Каталонии. Град, обрушившийся на город во второй половине дня, за считанные минуты окрасил улицы в белый цвет, создав иллюзию зимнего снегопада. Интенсивные осадки продолжались около часа, в результате чего в центре города и на прилегающих дорогах образовался значительный слой ледяной крошки. Местные службы экстренной помощи сообщали о подтоплениях подвальных помещений и первых этажей зданий, куда вода проникала вместе с тающим льдом. Стихия вызвала серьезные перебои в движении транспорта, дороги стали крайне скользкими. В результате непогоды произошло резкое падение температуры воздуха. Столбики термометров в разгар дня опустились почти до 5 градусов Цельсия. Метеорологическая служба Каталонии ввела красный уровень опасности для соседнего района Бергеда и предупредила о возможности появления торнадо и гигантского града в других частях провинций Жирона и Барселона. Несмотря на хаос на дорогах, сообщений о серьезных травмах среди населения на данный момент не поступало, однако аграрный сектор региона опасается значительных убытков из-за повреждения весенних посадок. В Павлодаре на строящемся мосту через реку Иртыш произошел пожар. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного после того, как на объекте было замечено сильное задымление. Прибывшие на место огнеборцы установили, что очаг возгорания находился на высоте порядка 30 метров над землей. Выяснилось, что огнем были охвачены рулоны утеплителя и деревянные элементы опалубки, которые использовались для заливки бетонных конструкций. Спасателям удалось оперативно локализовать пламя, не допустив его дальнейшего распространения по всей площади строящегося перехода. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших, однако это уже не первый случай пожара на данном объекте, что вызывает вопросы к соблюдению правил пожарной безопасности при проведении высотных строительных работ. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшествия и оценивают нанесенный материальный ущерб, который может повлиять на график завершения строительства. В Лапандии на пограничной реке Торнион-Йоки практически полностью выгорел остров Ликасари, расположенный неподалеку от города Торнио. Пожарные расчеты сознательно отказались от активного тушения и не высаживались на берег. Вместо этого специалисты организовали круглосуточное наблюдение с материка и воды, позволяя огню беспрепятственно уничтожать растительность острова. Как пояснили представители спасательной службы Лапландии, решение «дать догореть» было продиктовано соображениями безопасности и целесообразности. Из-за отсутствия дорог, сложного ландшафта и отсутствия на острове построек или ценной инфраструктуры, риск для жизни личного состава при высадке превышал потенциальную пользу от спасения дикорастущего леса. В итоге, после того, как естественное топливо на острове исчерпалось, пожар затух сам собой, оставив после себя выжженную территорию, но не причинив вреда людям и важным объектам. Ночное небо над Лилем в регионе О-де-Франс озарил яркий метеор. Светящийся объект двигался по траектории, доступной для наблюдения не только на севере Франции, но и в соседних регионах Иль-де-Франс и Британь, а также в некоторых частях Великобритании и Бельгии. Предварительный анализ траектории показал, что метеор вошел в атмосферу под пологим углом, что обеспечило его длительную видимость и высокую интенсивность свечения. Астрономы отмечают, что подобные болиды представляют собой осколки астероидов или комет, которые сгорают на высоте от 50 до 100 километров. Тем не менее, французские научные сообщества, включая сеть Vigilance Ciel, продолжают сбор данных и видеоматериалов для более точного определения места возможного выпадения метеоритов, если таковые смогли пережить прохождение сквозь атмосферу. В
В Пермском крае на реке Усьва зафиксировано образование сотен ледяных шаров, заполнивших русло в районе одноименного поселка. Причиной аномалии стало резкое возвращение холодов. После весенней оттепели и начала ледохода в регионе ударили ночные морозы, что привело к специфическому процессу замерзания воды. Подобные ледяные сферы формируются из так называемого ледяного сала и снежуры. Под воздействием сильного течения Усьвы, изобилующей порогами и перекатами, рыхлые комья льда начинают вращаться, сталкиваться друг с другом и постепенно обтачиваются, приобретая практически идеальную шарообразную форму. Под подвесным мостом в поселке Усьва образовался затор, который дополнительно замедлил движение воды и способствовал дозреванию ледяных фигур. Эксперты отмечают, что для появления таких ледяных шаров необходимо совпадение сразу нескольких факторов: температура воды, близкая к точке замерзания, обильные осадки в виде снега и специфическая скорость течения, которая позволяет льду шлифоваться, но не дает ему срастаться в сплошной панцирь. Северные регионы Италии на выходных столкнулись с резким изменением погодных условий, когда на смену аномальному весеннему теплу пришел арктический фронт. Резкое падение температуры, составившее более 15 градусов Цельсия всего за несколько часов, спровоцировало суперячейки, которые обрушились на Ломбардию и Эмилию-Романию в виде интенсивных гроз и крупного града. В этих областях служба гражданской обороны Италии ввела желтый уровень опасности, предупреждая жителей о возможных внезапных наводнениях, оползней и шквалистом ветре с порывами до 80-100 км в час. Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла провинциям Ломбардии, а также сельскохозяйственным угодьям Эмилии-Романьи. Местные жители сообщали о градинах размером с грецкий орех, который повредил крыши домов и уничтожил посевы. В некоторых населенных пунктах, таких как Нембра, толщина слоя выпавшего града составила около 30 сантиметров, что потребовало привлечения спецтехники для расчистки дорог. Непогода также привела к временным перебоям в железнодорожном сообщении и закрытию ряда муниципальных парков из-за угрозы падения деревьев. Метеорологи подчеркивают, что нынешнее похолодание является частью масштабного погодного сдвига, затронувшего всю Южную Европу после периода температурных рекордов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.